Друзья, всем привет! Здоровья, счастья, удачи! Вот мы подъехали с вами к историческому интересному месту. Сейчас пойдем и посмотрим. Так, во-первых, посмотрите, какая здесь природа. Какая сегодня погода. И сейчас мы подойдем с вами и пройдемся вот по этому месту. Это поселение, община сейчас. Был когда-то город, сейчас я об этом вам все расскажу. А население здесь, примерно 1290-1300 человек. Здесь много туристов ходят. Так, давайте с вами к речке пройдемся сначала. Всем, друзья, всем зрителям здравствуйте, здоровья вам, счастья, удачи. И сразу же прошу, ставьте класс, пожалуйста, кто со мной. Спасибо. Уже сразу вижу, что класс поставили. Вот. Это идут тренировки. Скоро будут соревнования, и вам сколько их вышло. Вот напишите сразу же, просьба такая, как меня слышно. Потому что это всегда больной вопрос. Вдруг что-то не так. Было раньше такое, что случайно на микрофон нажал, вроде везде все светится, все функционирует, а звука не было. Всем привет, друзья, всем привет. Так, хочу вам показать здания какие. Мы с вами идем по набережной, которой более 700 лет. Это набережная между
вот этими стенами старой крепости. Крепости Даузенау. Вы представляете, более 700 лет здесь гуляли всякие и рыцари, и крестоносцы, и вельможи всякие. Много людей приезжало сюда как бы на экскурсию. То есть вот этот поселок, я уже говорил, здесь примерно 1300 человек поселок. Ну, это община по-немецки. Вот. Она упоминается в летописи 1244 году. Вот. По бумагам. Но здесь уже были люди, жили поселения. А в некоторых талмудах, как можно сказать, посмотрите, какие красивые цветочки. На старой крепости. А в некоторых талмудах говорится то, что это было более 1000 лет назад, когда сюда римские завоеватели, да это больше, чем 1000 лет назад, вот, пришли они здесь, стали на постой, так как река здесь раньше была судоходная, но она и сейчас, вон, катера мелкие ходят, а раньше баржи ходили торговые, и они контролировали эту торговлю. Говорят же, что в старину такое название было: кто владеет рекой, тот владеет и торговлей. Вот. А в 1348 году вот этому поселению присвоили статус города. И в то время начали строить крепость, крепостную стену. Вот посмотрите, какая кладка. Вы только посмотрите, из камней, из ракушечника, из слоеного камня. Вот. И она дошла до наших дней. Это же вообще... И вот здесь вот видите второй этаж здания. Здесь на втором этаже был склад. Сюда подходили баржи, вот сюда, разгружались с товаром и поднимали товар на второй этаж. Здесь даже какие-то окна такие маленькие, как бойницы сделаны, да или нет, или просто как может подавать что-то или что-то там. Вот. Фонари еще под старину такие. Но раньше это газ был или факел, или там свечи стояли. Вот. Какая красота. Птички, слышите, как чирикают? Так. Привет. Пишет, солнышко немножко отсвечивает. Нацелгена, привет, привет. Нацелгена говорит привет. Картон. Или как правильно говорит привет. Привет, золотые мои, привет, уважаемые. Плохо на солнышке видно, но буду стараться смотреть и отвечать на вопросы, если какие-то возникнут. Посмотрите, какая красота, а? Балконы
старинные. Мы сейчас с вами проходим по набережной. И вот эта стена крепости, а вверху вон надстройки фахвертовые. Фахвертовые — это вот видите, балки такие сделаны. Вот. Надстройки сделали. А здесь проход в город. Вот. Ну, мы с вами потом там пройдемся, еще здесь. Сейчас прогуляемся, посмотрим красоту эту такую. И вот, по которой мы идем, набережная, более 700 лет. Блин, косая. Интересно, здесь ходили. Сейчас немножко покажу вам. Вот эта вот стена крепости, а вверху старинное здание. Ему более 700 лет. Около 700 лет. Оно было построено в 14 веке. Короче. И оно все еще сохранилось. Вы посмотрите, дерево какое. Вот оно все продолжается, балконы. Это история интересная. Стенам более 700 лет. Когда статус города придали, это в 1348 году, то, конечно, здесь сразу же, как городу увеличилось, там всякие, ну, как можно сказать это, выразиться, поставки совсем другие, льготы другие, чем просто поселению там или общине, поселку. А вот это вот ручеек идет с гор. Он проходит, видите, под городом, как сделано. То есть не размывает ничего нигде в городе. Все сделано, обделано. И входит в речку Лан. А природа, посмотрите, какая. Привет, привет всем. Кто меня слышит, кто меня видит. Спасибо, что вы со мной. Друзья, не забывайте ставить лайк, пожалуйста. Вам это просто, а мне это уже продвижение канала. И сейчас мы с вами здесь прогуляемся и пойдем в город, зайдем. Там посмотрим старинные все здания. Вот. Вы только посмотрите. Скамеечки можно сесть, посидеть, отдохнуть. Это в город вход. Ну как в город? Поселок, поселение, община. Вот. Город, он как бы статус-то ему дали, но через какое-то время убрали этот статус, потому что рядышком выросли большие города: Коблинц, Монтабау, Бадемс. И
он уже не производил такие функции. И статуса города убрали у него статус города. Ну, здесь какие-то посиделки были или будут. Может, кафе где-то здесь. Да, вон. Что-то здесь мероприятие какое-то. Катера приехали. Дымком попахивает, видимо, что-то коптят или что, или грилят. Вот видите, какая красота, где мы с вами прошлись. Друзья, пожалуйста, ставьте класс, не забывайте. Какие деревья здесь. А в конце видео вас ждет сюрприз. Мы увидим одну интересную вещь. Очень красиво. Ну как, это история, это будет такая офигенная история вообще. Так что оставайтесь со мной и смотрим дальше. Прогуливаемся, гуляем. Даузенау, вот написано. Просто прекрасный день сегодня. Вообще. Я сначала написал там, что трансляция будет сегодня, а потом сегодня утром посмотрел на погоду, а там нарисован дождь такой, елки-палки, и тучи. Посмотрел с балкона, тучи сгущаются. Ну, вот думаю, блин, косой, сейчас сорвется трансляция. Так, ну там она дальше идет, эта дорожка. Вот, давайте мы с вами здесь поднимемся и увидим одну интересную вещь. Так, никто ничего не написал, только приветы, приветы, приветы. Спасибо, и вам приветы. Вот смотрите, башня. Видите, она наклонена вот так вот. Типа как Пизанская башня. Когда город строили, ее тоже построили. Но в связи с тем, что она стала наклоняться, вот, башню эту вверх еще 7,5 метров высоты, то есть вот это вверх, вот это еще 7,5 метров убрали, так как она сильно клинилась. И вот сейчас она стоит в таком положении. И наклон у нее больше, чем в Пизанской башне. Монарх говорит привет. Привет. Сюзанна или Сюзанна. Привет. Привет. Мы находимся с вами в поселке Даузенау. Сейчас покажу вам
кладку этой башни. Вот посмотрите, ей 700 лет. Какая кладка, вот. Все это сохранилось до наших времен. Не то, что сейчас, раньше строили, не то, что сейчас, да? Здесь какая-то партия была. Алло. Так. Пройдемте с вами здесь. Ну все, уже собирают здесь. Видимо, в выходные было. Мое день рождения вчера. Так. Симпле. Приме. Привет, говорит. Привет, привет, уважаемые. Привет, золотые мои. Спасибо вы, что со мной. Ставить класс не забывайте. Вам просто нажать, а мне уже, знаете, это. Вот видите, все еще партии здесь. Какие стены. Это старинные дома. Но здесь все перекрыто. Конечно, на машине бы сюда мы и не проехали. Сейчас покажу вам дома, которым очень-очень много лет. Вот. Фахвертовые называются дома. Такие. Это как бы центр у них, вроде как площадь типа. И вот самое старое здание. Вот, с 14 века оно. Посмотрите, какие балконы здесь. Помните, как в сказках там какие-то принцессы выходили на балконы, вот, в своих белых таких вуалях красивых, вот. Видно, да, вам? Посмотрите, конюшни, видимо, там были большие такие ворота. Это все старое здание. Он даже, стена уже сверху начинает рушиться. Видно вам, да? Сейчас. Вон. Но все еще сохранилось до наших времен.
все старинное. Это поселение, это историческое место. Ну вот оно небольшое, я уже говорил. Примерно 1300 населения. Минар, привет. Симпли, привет. Симпли, привет. Вообще, это он находится между гор. Видите, какие горы здоровые. И с этой стороны. И он как бы в чаше находится, этот поселок. Дома старинные тоже с тех времен. А смотрите, фонари какие. Это не пойму я, что написано. Биц – это дом пива. 350 лет. Этому зданию, да? Вот его фотографии этого, блядь, ресторанчика или что здесь. Окна какие старые, старинные тоже. Все. И вот тоже постройка дома. Тоже очень-очень старинная. А вот пожарка у них. Тоже в старом здании. Видите, какое здание старое. И здесь. А вот там церковь. Конечно, можно было бы обойти вокруг этого поселения. Ремонтируют старое здание. А вот центральные ворота и башня. И рядышком здесь. Здесь, видимо, как бы, наверное, кто охранники жили, охраняли въезд сюда. И посмотрите, какая толщина. То есть это метра 4, наверное. Вот это вот. Ну вот мы с вами прогулялись, считай, поэтому. Но я вам говорил, что в конце вас ждет изюминка. Давайте посмотрим
откуда мы вышли. Сейчас немножко отойду. Ну, а здесь уже современные здания были позже построены. Вот это вход в башню крепости. Это стену. Если вокруг обойти, то мы увидели бы толстые стены. Некоторые целые, некоторые уже под временем разрушенные. А вот еще что. Сейчас покажу вам. Вы только посмотрите. Сейчас я отойду. Это дуб. Уже верхушка, часть не обломанная, была высоченная. Дуб, чем он знаменит? Видите, посмотрите хорошо. Здесь даже вот поддерживают, веревки сделали, чтобы поддерживать ветки этого дуба. И сейчас я вам покажу, сейчас, дорогие мои, что интересно в этом дубе. Смотрите, даже, как трещины у него. Вот, сейчас поверну. Вот, как бы трещины в стволе, они заделаны металлическими решетками. Вот. А написано, что? Вы видите? 1000 яр. Но когда я сюда приехал 15 лет, здесь также было написано 1000 яр, это 1000 лет. Вот. Но когда писали, дуб уже был. И в некоторых летописях упоминается, что ему не 1000, а 1200 лет. Представляете, он видал много войн, крестоносцев, всяких рыцарей. Интересные моменты в жизни. Кто-то гулял здесь. Говорят, что Гёте под ним писал свои сочинения. Мне кажется, интересно. А вот план Гаузенау я вам не показал. Сейчас попробую пройти. Мы здесь зашли вот чуть-чуть. Так, вот здесь вот слева зашли, вот так вот прошли, здесь вышли и вот так вот в городе. Представляете, сколько здесь еще поселений. А вот это вот желтым, это стена крепости. Ее, конечно, можно было обойти, но с моими ногами сейчас уже это тяжело. У меня есть где-то видео старое. Я попробую его отыскать. Кому интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите видео. Так. 1247 год. Как известно по документам. 1324 начали строить эту стену крепости. 1348 городу присвоен, как поселению присвоен город, штат.
Вот такая вот прогулка у нас сегодня получилась. Это вообще, это история жизни людей. Я не говорю там, не делю там немцы, татары, там русские, еще кто-то арабы или там грузины. Я не делю это. Я просто говорю о людях. Как жили люди, история людей. Мне кажется, это интересно. Ну, кому интересно, приходите на мой канал, смотрите видео. Друзья, спасибо, что были со мной, прогулялись, посмотрели исторические места. Мне кажется, очень красивые. И кому понравилось, переходите на канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайк. А пока. До новых встреч.